Всем добрый день! В сегодняшнем ролике использование трости в послеоперационный период. Я вам расскажу 3 наиболее часто повторяемые ошибки, которые можно наблюдать при использовании трости после операции. Первое, наверное, с чего нужно начать, это нужно адаптировать высоту трости под ваш рост. Как мы помним, мы должны, вообще правило, это рукоятка трости находится на уровне запястья, то есть вы должны стоять прямо, и вот таким образом, если, допустим, выше, вы должны сделать ровно под уровень запястья, так как если трость будет ниже, то вы будете идти наклонившись, если трость будет выше, то вы будете зажимать плечи, что может дать боль вот здесь вот в шейном отделе. Итак, первая наиболее часто повторяемая ошибка – это использование трости с неправильной стороны. Трость мы всегда используем с противоположной стороны от оперированной. То есть, допустим, у меня правая нога была оперирована, тогда трость я должна использовать с левой стороны. Получается, когда мы идем, то роль трости – это перекладывание веса со стороны оперированной ноги на трость. То есть трость, она должна работать синхронно с оперированной ногой. То есть смысл использования трости – это облегчить вашу походку и взять на себя вес с вашей оперированной стороны. Да? То есть вот, когда мы наступаем, да, это оперированная сторона, то есть трость у нас снимает нагрузку с оперированной стороны. Следующая наиболее часто повторяемая ошибка при использовании трости – это когда человек идет, у него отсутствуют правильные этапы ходьбы. То есть напомню, что существует 3 этапа ходьбы. Это приземление пятки, нога полностью на земле и отталкивание пальцами. Так вот, когда человек идет с тростью, то очень часто можно наблюдать, что он тащит ногу вот так за собой, да? То есть это неправильно. Нужно скорректировать походку и всегда приземление пятки вместе с приземлением трости. То есть это выглядит вот так. И последняя, самая частая ошибка, которую я также наблюдаю, это неправильная техника ходьбы. Это когда вы идете, да, когда мы идем с использованием трости, то нужно знать о том, что у нас ноги, то есть шаг, он должен идти взахлёст каждый раз. То есть, иными словами, вы ставим трость, ногу, и при этом другая неоперированная нога у нас становится немного дальше оперированной, да? То есть ваша походка должна максимально напоминать нормальную походку здорового человека. Очень часто можно увидеть, что когда человек идет с тростью, он либо немного подтягивает ногу, да, либо нога остается где-то немного позади, либо также можно наблюдать, что нога уходит намного вперед. Это также неправильно. То есть представьте, что ваша походка должна максимально напоминать нормальную походку. То есть правильная техника – это трость, нога, это оперированная нога, трость, нога, и мы немного заходим вперед оперированной ноги. Трость, оперированная нога и шаг. Трость, оперированная нога и шаг. Надеюсь, видео будет для вас полезным. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, под данным видео. Прощаюсь с вами, всем до следующих роликов, всем пока!